Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на вопросы о жизни после смерти, мини-влоги о моей жизни и даже приятное и позитивное общение в чате вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него в описании видео и на экране. Сегодня мы будем учиться общаться с нашими умершими близкими самостоятельно, без участия разнообразных медиумов, гадалок, экстрасенсов и прочих представителей рынка паранормальных услуг, которые в большинстве своем являются мошенниками и шарлатанами, желающими выудить из людей побольше денег на их печалях, скорбях и желании связаться с усопшими любой ценой. Как уже было сказано в предыдущей лекции, существует множество подтвержденных научными исследованиями и экспериментами способов связаться с миром, в котором теперь обитают наши усопшие родные и любимые. Это можно сделать через подлинного и проверенного медиума или экстрасенса, можно освоить автоматическое письмо, воспользоваться специальными спиритическими приспособлениями вроде доски Ouija или медиумоскопами. Можно попытаться созерцать зеркала, как это делали наши предки в психомантиумах прошлого. Попробовать десенсибилизацию быстрым движением глаз, различные медитации и так далее и тому подобное. Однако важно помнить, что все эти методы несут с собой определенные опасности, как из физического мира, так и из потустороннего. Медиум или экстрасенс может оказаться банальным мошенником, желающим погреть руки на чужом горе. Автоматическое письмо зачастую выдает на бумагу мысли собственного подсознания или случайных духов, оказавшихся поблизости. Доска Ouija может привлечь духа из низших духовных сфер, который в лучшем случае будет безобидно шутить, грязно ругаться, обманывать и выдавать себя за другого умершего, а в худшем может даже начать вредить и пакостить. Иногда доходит и до одержимости подобными духами, которая проявляется в виде симптомов психических заболеваний. Существуют также риски выдать желаемое за действительное и принять обычные совпадения за послание с той стороны. Поэтому очень важно сохранять трезвое мышление и подходить к вопросу коммуникации с тем светом, как, собственно, и к любому другому вопросу, с позицией разумности и техники безопасности. На мой взгляд, любые способы потусторонней коммуникации, в которых есть посредничество живого человека или технического приспособления, имеют большое количество недостатков. Господом же каждому живущему даны несравнимо более грандиозные возможности для организации независимого контакта с духом родного и близкого человека через механизм телепатической связи между двумя и более сознаниями, или, как их принято называть, душами. Их всего лишь нужно открыть и научиться ими пользоваться. Уже известный многим из вас мой личный опыт и опыт других исследователей это наглядно подтверждают. Наблюдательные люди могли заметить, что иногда мы угадываем мысли друг друга, заканчиваем друг за друга фразы, предугадываем, кто звонит нам, еще до того, как раздался звонок, знаем, о чем думает близкий нам человек. Чем ближе наша связь, тем лучше работает этот телепатический механизм. Когда два человека искренне и глубоко любят друг друга, такая телепатическая связь может быть невероятно устойчивой. Феномен телепатии официально доказан в научных исследованиях и экспериментах. Мысль действительно материальна и передается на расстоянии. Она может передаваться как между живущими,
так и от живущего к усопшему, и наоборот. В случаях, когда душа уже не скована материальным телом, это работает гораздо эффективнее. Поэтому лучшим и самым безопасным способом, механизмом и устройством для контактов с тем светом является такая телепатическая связь. Как и любая психическая способность, телепатия требует развития из зачаточного состояния и улучшения навыков обращения с ней. В этом нет ничего удивительного. Мы учимся обращению с любым прибором, будь то мобильный телефон или утюг, и далеко не сразу достигаем профессиональных высот в его использовании. Телепатия не исключение. Выбрав для коммуникации с усопшими телепатию, необходимо быть готовыми к тому, что придется потратить определенное количество времени, сил, настойчивости и терпения на установление и развитие контакта. Спокойно принять необходимость обучения, возможно длительного, зато с обязательной наградой в случае успеха, который непременно придет, если не опускать руки. Да и давайте будем откровенны, спешить-то нам некуда. У всех нас, как бессмертных духовных созданий, в распоряжении есть целая вечность. Чтобы успех пришел быстрее, очень важно очистить сознание от эмоций горя и отчаяния в связи с уходом близкого человека на тот свет. Без этого совершенно точно не получится установить устойчивый контакт. Горе является непроницаемой энергетической стеной, через которую не могут пробиться ни усопший, ни наставник, ни ангел-хранитель, ни другие духовные сущности. Зато астральные паразиты просто обожают негативно заряженные эмоции. Они питаются ими и присасываются к тем, кто загнал себя в океан печали и депрессии. Безмерно и бесконечно горюющие люди сами закрываются от любой помощи духовных сил света, наказывают себя и вредят усопшим. Очень важно выйти из этого состояния как можно быстрее. Это полезно для всех, и в первую очередь для самих горюющих, потому что горе в буквальном смысле убивает их тела. Если вы длительно горюете, наверняка вы уже успели заметить, насколько это состарило и изменило к худшему ваш нынешний облик. О влиянии сильного горя и скорби на мертвых мы говорили в отдельных лекциях на этом канале и в нашей книге «Жизнь после жизни есть, я знаю. Путешествие скептиков в потусторонний мир». Если хотите знать больше, ознакомьтесь с этими материалами. А теперь перейдем непосредственно к практике. Очистив сознание от негативных эмоций, останьтесь в одиночестве в темной и тихой комнате. Вообразите, что вы находитесь в самом приятном и красивом для вас месте. Это может быть прекрасный пляж на берегу синего прозрачного моря или величественный лес с поющими птичками и цикадами, или же что-то другое, что ближе лично вам. Представьте себе образ родного и любимого человека, с которым хотите установить связь. Вот он, стоит перед вами и улыбается. Вокруг него сияет аура теплого золотистого света. В нем нет ни грусти, ни печали, ни обиды. Он давно простил вас за все ошибки, которые вы могли совершить, вольно или невольно. Он любит вас и ждет. Он протягивает вам руку, приглашая отправиться вместе с ним в путешествие по неизведанным мирам. Передайте усопшему всю свою любовь, все свои положительные эмоции, радость за него и его новую прекрасную жизнь в великолепном мире духа. Представьте этот теплый розовый поток, выходящий из вашего сердца и движущийся к вашему близкому человеку. Узрите, как он принимает его и радуется вашему просветлению. Связь установлена. Теперь можете потихоньку начинать общаться. Не торопитесь с вопросами, требованием подтверждений того, что у него все хорошо, что он вас не забыл и по-прежнему любит, а также доказательств его выживания после смерти физического тела.
Не перегружайте его своими сомнениями, страхами и эгоизмом. Все это вредит как вам, так и ему, так и качеству связи. Лучше расскажите ему, как у вас дела, как вы живете, что делаете. Поведайте о своих планах на будущее. Еще раз скажите усопшему, как вы его любите и как ждете новой встречи. Поблагодарите за бесценную возможность оставаться вместе, несмотря ни на что. Для продвижения по духовной лестнице отказ от эгоизма должен проявляться во всем. Это важное условие успеха в открытии знаний и возможностей, предлагающихся тем светом. Если все идет хорошо, вскоре усопший начнет вам отвечать. Вернее, вы научитесь принимать, распознавать и понимать его ответы. Это будет проявляться как голос в голове, не принадлежащий вам. Вы обязательно поймете, когда это случится. Это ни с чем невозможно перепутать, как невозможно и корректно описать терминами трехмерного мира. Параллельно с развитием телепатического контакта вы сможете встречаться и во снах. Также могут начать проявляться и физические явления, различные знаки, сигналы, звуки, стуки, символические послания, рисунки на запотевших окнах, материализации и так далее. Я лично прошел этот путь и стал всему описанному самым надежным свидетелем, чем и поделился в наших книгах и в других видео, и обязательно продолжу делиться в дальнейшем. Атомы каждой души колеблются на своей уникальной чистоте. Эта чистота, словно отпечатки пальцев, позволяет безошибочно узнать ее из мириадов других душ. Подлоги, в отличие от других инструментов и способов потусторонней коммуникации, в случае независимого телепатического контакта исключены. Ваше сознание всегда знает, кто на связи – любимый человек или самозванец, развоплощенный шутник из адских духовных сфер. Поначалу не ждите многого. Дайте себе и человеку, с которым вы пытаетесь выйти на связь, время. Могут пройти недели и даже месяцы прежде, чем вы поймете, что установлена уверенная связь, и теперь вы можете регулярно общаться, развивать и интенсифицировать этот контакт далее. Мой личный опыт и опыт многих других людей доказывает, что при должном подходе можно развить общение с усопшими до такого уровня, что почти никакой разницы по сравнению с тем, что было до их ухода на тот свет, не будет. Даже лучше. Днем вы все время находитесь на расстоянии одной мысли и ведете безостановочное общение мысленно, а ночью встречаетесь лицом к лицу в том, что человечество называет сновидениями. Как будто никто никуда и не уходил, и вы продолжаете быть рядом каждое мгновение, советоваться по любому поводу и согревать друг друга любовью, юмором, душевным теплом и положительными эмоциями. Ничего не бойтесь, вы под надежной защитой. Для ее усиления перед инициацией связи с тем светом можно прочесть молитву «Отче наш», окружить себя сияющим щитом божественного света, представив, как он появляется вокруг вас, и поблагодарить духовные силы и Господа Бога за него. Теперь вам точно ничего не грозит. Можете спокойно общаться с родными и любимыми усопшими, открывать потусторонний мир, возможности и преимущества им предлагаемые, и получать удовольствие и счастье от этих взаимодействий с бесконечными перспективами. На сегодня это все, дорогие друзья. В следующий раз мы подробно разберем опасности, которые могут возникать при установлении связи с потусторонним миром, и узнаем, как от них гарантированно защититься. Не забудьте про наш Телеграм. Там интересные публикации и приятное общение с единомышленниками продолжаются постоянно, круглосуточно, без обеда и выходных. Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного
и замечательного.